Привет, друзья, и добро пожаловать в видео, посвященное новой легенде 7 сезона Horizon. Ну а прежде всего хочу выразить отдельную огромную благодарность каналу Стайлоса за предоставление разрешения на использование его видеоматериалов. Ссылку на его канал можно найти в описании. Если вы понимаете английский и любите Overwatch, вам там определенно понравится. Ну а мы возвращаемся к нашей новой легенде. Из того, что мне удалось увидеть и обдумать, перед нами топ-тир персонаж, который по своей крутости может посоперничать с Pathfinder'ом. У Horizon мощный набор способностей, которые можно использовать не только для передвижения, но еще и для обороны и даже для нападения, что делает персонажа очень гибким в плане игры, а что главное, подвижным. Но обо всем по порядку. Начнем с активной способности Horizon. Она бросает на землю устройство, превращающее небольшой участок в гравитационный лифт, который может поднять вас и ваших союзников на внушительные высоты, примерно на вдвое большую высоту, чем батут Октейна. Разумеется, имея в арсенале такой могучий инструмент, отряд с Horizon может себе позволить подходить и нападать с максимально неожиданных и скрытных направлений, которые практически не контролируются по очевидным причинам. Также вы сможете с легкостью получать доступ ко всем топовым снайперским позициям наравне с Pathfinder'ом, Октейном и Лобой, что не может не радовать. Кроме того, гравилифт имеет отличное использование прямо в бою, причем как на большой, так и на малой дистанциях. А все благодаря тому, что пока вы находитесь в воздухе, у вас всегда стопроцентная точность оружия, словно вы стоите на земле. Благодаря этому можно достать со снайперки сидящего рядом за укрытием противника, не ожидающего, что вы так высоко сможете воспарить и прострелить его сверху. Также, если научиться хорошо контролировать зажим, можно отлично зажимать в людей, пока вы поднимаетесь на лифте. Скажу по секрету, что водить прицелом за горизонтально движущимися целями у большинства игроков получается из рук вон плохо, так что это вам только на руку. Кроме того, внутри потока у Horizon повышенная мобильность, что позволяет при помощи стрейфов избегать львиной доли попаданий. На этом чудеса лифта не заканчиваются. При выходе из него на любой высоте он дает вам большой запас инерции в горизонтальной плоскости, чем можно без зазрения совести пользоваться, зайдя на секунду в лифт и тут же выйдя снова. Так, например, можно всего лишь за мгновение оказаться над головой у стоящего рядом врага и прописать ему сочный выстрел из дробовика. Я уже тут столько всего наговорил про лифт, думаете все, а вот нет. Еще им можно бамбузлить врагов внутри здания, подняв их под потолок для расстрела. Также можно блокировать проходы в дом через дверь, кинув его заранее на улице. На самый смак это во время перестрелки, когда ваш оппонент спрячется за укрытием, кинуть туда лифт, чтобы его туловище, судорожно сжимающее в своих цепких дрожащих пальчиках батарейку, взлетело вверх в воздух над преградой прямиком на ваш расстрел. В общем, как ни крути, а активная способность вышла на зависть офигенной. Что же касается пассивки, то она весьма интересная, хоть и не такая сильная. Во-первых, вы получаете повышенную управляемость, пока находитесь в воздухе. Если вам знакомы тап-стрейфы, то вы понимаете, о чем я. Для тех, кто не понимает, поясню. Пока вы летаете, вы сможете гораздо сильнее поворачивать и доворачивать в воздухе, что весьма полезно при огинании препятствий или же просто для усложнения процесса попадания по вам в полете. А так как у вас всегда под рукой лифт, выстреливающий вас в разные стороны, дополнительный контроль в воздухе весьма кстати. Как и вторая часть пассивки, лишающая вас замедления при падении с высоты, позволяющая вам начинать бежать сразу на максимальной скорости по приземлении. Раньше это делалось тайминговым ударом ноги в землю, если кто помнит. Что ж, ну вот и добрались мы до ульта. Он своеобразен и интересен. Бросаемая портативная черная дыра засасывает к себе всех, кто попадает в ее радиус, что позволяет некоторое время удерживать врагов на месте, пока их бомбит ульта Гибралтара, Гаскаустика, возможно даже сетка Ватсон. Не сказать, что этот пылесос Кирби позволит вам намертво приколотить людей к полу, но если не зевать, то можно успеть завалить пару человек до того, как они выберутся из этого сосалова. По сути, выйти из эпицентра дыры можно обычным шагом вместо спринта. Другое дело, что это гораздо сложнее сделать, когда по вам стреляют, а вы лишены мобильности как таковой. Однако существует этому и контра. Любой навык на мобильность с легкостью позволит вам выйти из-под обстрела. Тот же батут, гравилифт, уход в пустоту, рейв, да даже купол Гиббона может справиться с этой проблемой. Так что врываться как энигма в толпу на блинке с воплями Black Hole лучше не стоит.
Ну и ждать чего-то особенного тоже. Зато ультой еще можно загородить вход в дом, выиграв время на лечение. Еще и можно вытаскивать из-за укрытия людей на открытое пространство, что при должном уровне коммуникации с командой позволит реально творить чудеса. Например, кинуть неподалеку пару сюрикенов и туда же докинуть ульту, которая всех засосет к себе прямо на гранаты. Чтобы раскрыть ульту, придется проявить немало фантазии, но результат будет того стоить. В общем, как навык полезный, хотя по моему скромному мнению, Gravy-Lift у Horizon все-таки самое лучшее, что есть. Что ж, друзья, вот такая вот новая легенда. После выхода обновы ожидайте уже полноценный на нее гайд из рубрики «Вы играете за героя неправильно», где я расскажу вам о продвинутых вещах за Horizon. А пока подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие интересные видео, и оповестите о своем присутствии громким ударом в колокол. Ну и про лайк не забывайте, они безумно сильно помогают развитию моего канала. Ну а с вами был я, Шурик. Хорошего вам дня!